Я построю 10 комнат в этом большом здании на Mindshield Академии. И на этом сервере стоит просто громадное и монументальное сооружение суда. Но так уж вышло, дорогие друзья, что интерьеры я не завез. И в этом видео я планирую исправить это недоразумение. К концу ролика вы увидите полностью заполненное интерьером помещение, загадочные коридоры, неординарные решения и много других интересностей. Но вот какие комнаты может скрыть себе здание суда? Может, мне с этим поможет Ротфор? Склад? Это отличная идея, ибо с прошлого ролика у меня остались сундуки, стоящие прямо на пороге моего здания. И тут я начал декорирование комнаты в другом мире чисто ради своего удобства. А также позвал своего билдера, не то чтобы мне требовалась помощь в постройке, просто так в разы веселее. А я же тут оптимист все-таки. Итак, дамы и господа, с этим вот человечком мы построили всякие приколы. Вот он стоит, который вы увидите на протяжении всего ролика. Допустим, склад. Вот, реплей постройки вы увидите сейчас в видосе. Небольшой бэкстейдж получился. Кстати, пока я строю на реплей склад, заметили новые нововведения в виде шейдеров? Дайте, пожалуйста, свою оценку в комментариях. Лично мне они плюс-минус нравятся. Если бы не эта гребаная дымка, боже, кто пустил на Академию вейперов? Ну вот, плюс-минус сообразил, как должна выглядеть комната, и выход у нее, конечно же, должен быть удобен в первую очередь для меня самого. Ведь я постоянно буду таскать отсюда ресурсы для своих масштабных и гениальных проектов. Итак, склад у меня получился максимально удобный, комфортный и функциональный, где каждый элемент и каждая вещь разбиты к своей категории, виду и типажу. Ведь это нужно ради банального удобства. Склад — это, конечно, очень важная часть любого здания, но мы не забываем, что я все-таки самый лучший адвокат на сервере, если не единственный. И самому лучшему адвокату нужен самый лучший кабинет. И этот самый кабинет должен располагаться очень близко ко входу. А все для того, чтобы посетители суда не искали его миллион лет, блуждая по коридорам. А то еще заблудятся, я их сам тут не найду. Кстати, напоминаю, что суд просто огромный. Сюда бы поместилась даже мамка Ротфора. Чувак. И я знаю, что в этом пространстве моя фантазия разойдется на максимум. Ну вот, я могу вам предоставить на обзор свой лучший совершенный кабинет адвоката. Ладно, так не пойдет. Посидев немного в одиночном мире, я придумал сделать что-то похожее на то, что было на втором сезоне Академии, но не беря все под копирку. Конечно же, ибо на третьем сезоне Mindshield Академии ставки выросли, и следовательно кабинет у меня должен быть под стать окружающей среде. А в будущем у нас еще, кстати, комната топ-донатеров, большой театр, комната отдыха, секретная комната, сады, бар, колл-центр и архив. Но перед этим я хочу вам показать арты, нарисованные художниками и художницами с выпуска прошлого ролика. Большое вам спасибо, друзья, за огромную мотивацию делать видики, ну а мы начинаем строить комнату для топ-донатеров. Так уж получается, что мой канал на ютубе не является коммерческим. Я отказываюсь от рекламы видео и от бусти, давая контент своим подписчикам абсолютно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это прожать подписку, но из-за дополнительной информации перейти в группу ВК или же на сервер Дискорда. Там я вкидываю спойлеры и общаюсь с аудиторией. Но некоторые люди тратят свои свободные деньги на донаты мне. Олега, спасибо за 75 рублей. Пш, налоговая, проверьте их. Допустим, на последнем стриме я проронил слово, что сделаю для таких чопиксов отдельное место на самом сервере в моем суде. Но раз уж сказал, то будь добр, построй, подумал я и решил выделить отдельное место для своих топ-донатеров. Тем самым увековечить их в память сервера, а самое главное, в память моей постройки. Место я выбрал для нее на самой верхушке суда. Тут остался с прошлого ролика большой холл, в котором я расположу всех челиксов со стрима. Вот между такими штуками будут располагаться дорожки, и на этих местах будут располагаться донатеры. А ниже этой комнаты осталось очень много места, которое я организую под театр. И это уже третья комната, которую я сделаю в этом помещении. И чуваки, ого-го, куда я замахнулся? Я что, делаю театр в здании суда? Да лол, а что мне мешает? Это же Майнкрафт. Я тут могу сделать все, что угодно. И большое шумное помещение не будет исключением. Сам театр напрашивался на то, чтобы располагаться в этом здании. Ибо из дома суда эта постройка уже превратилась в дом культуры. Сюда уже и Сивитян приходил на нотных блоках играть, и Ротфор просто чисто по приколу. А теперь данные уличные артисты будут проводить свои выступления в отдельном помещении. Ибо в нем есть сцена, места для зрителей, люстра, ну вообще-то все в принципе. Ну а также подписчик под ником Clamp мне предложил механизм сменного пола. И я с ним что-нибудь придумаю попозже. Не знаю, что вам еще можно рассказать про театр, только вот вам мемчик держите, я не знаю, или вот тоже прикольный мем. Ну ладно, переходим к другой комнате. Комната отдыха, или же просто чил-зона. Сделаю я ее на втором этаже, и она, по сути, будет связана с моим адвокатским кабинетом. Просто тут нужно немного пройти, так скажем, прямо по коридору, и нормально, короче. А также я рассчитываю, что во время антракта, когда будут проходить выступления в театре, игроки смогут тут раскумарить кальянчик, да? Посидеть, то есть закинуть два яблочка зелененьких. Ну или же во время проведения суда, когда какое-нибудь дело затянется,
закончился, игроки смогут прийти сюда и отдохнуть от духоты. А следующее помещение я оставлю на ваше усмотрение, дорогие зрители. Вы можете написать в комментариях, что мне построить здесь, и идея, которая наберет больше всего лайков, попадет в следующий ролик. Хух, нихуя вас забатил на это. На комментарии. Ну а пока время заняться крышей этого здания. Еще в прошлом видео я сделал основу для садов, так сказать, зеленых насаждений, прямо на верхушке этой постройки. Ща, подождите. Ай, блядь, ты что сделал? Я хочу, чтобы посетители могли прийти сюда за своим духовным просветлением. И поэтому поставлю тут много различных токсичных растений. Ой, переборщил. Лучшее место для резкого пробуждения — это, естественно, бар прямо под судом. Сюда я буду завозить самые лучшие элитные напитки, которые, в принципе, существуют на Академии. То есть прямо с Хабаровска Антисаба на ламах мы будем перевозить алкоголь до моего суда. Эту идею, кстати, предложил мой подписчик. Говорит, мол, было бы прикольно вместить в суд бар наверху. Под алкоголем многие не лгут. И я с ним полностью согласен. Только вот не наверху бар будет, а внизу, чтобы шумы громких распитий не доносились до суда. Итак, следующее дело... Да. Следующая комната очень важная, и это колл-центр. Я прям в начале сезона расставил по всей Академии будки с моим номером телефона, чтобы, если что, мне могли позвонить и договориться на адвокатские услуги. А все эти звонки должны приниматься в отдельный аппарат, который будет как раз и стоять в этом колл-центре. То есть сама комната должна быть в деловом стиле и иметь, понятное дело, трубки, чтобы созвониться с моими кентами. Хо-хо-хо. И нужно лишь в центр комнаты перенести устройство, стоящее прямо на улице. Эх, а помните, я тут когда-то жил. О, так и я. И я. Да я вас не спрашивал. И напоследок осталась очень прикольная и интересная комната. А именно архив. В нем должно находиться огромное количество книг. Например, пикапы для чайников, 3-й том мертвых душ или же книги из Gravity Falls. Но они только мои, я вам их не отдам. Кстати говоря, вы можете написать свои комментарии со смешным приколом, связанных с этим видосом. И самые смешные, ну прям с которых у меня лицо порваться может, я запишу в книгу. После чего все ваши юморные и не очень анекдоты я начну продавать в торговой зоне. Договорились? Ну ладно, байтить вас на комменты и лайки можно бесконечно. Не, серьезно, подпишитесь. Но все-таки в архиве будут лежать очень важные документы и дела суда. Допустим, недавно Нагибайка составлял документ о передаче души Антисаба. Но он его сделал так криво, косо и с дырками, что если бы Антисаб обратился ко мне, то мы бы не только не отдали души Нагибайке, но и отсудили его дом, и работу, и жену. Ладно, с работой я немного переборщил, только дом и жену. Так что архив — это очень важная часть почти любого здания. Скорее всего, у вас, дорогие зрители, дома тоже есть условный архив со всеми важными документами и выписками. Если это не так, то дам вам совет. Лучше по чуть-чуть мало, чем много и один раз. Ой, не тот совет. Заведите архив документов. Или обсудите это со своими родителями. Но не мне вас жизни учить, и я лучше скажу, что мы доделали все комнаты в этом большом загадочном здании. А какие же он еще таит секреты? Это я вам расскажу в следующем видео на Майншилд Академия. Да, слушай, как тебе предложение, чтобы под курятником провести вагонетку с воронкой и все эти ебучие яйца, блять, которых дохуя просто уже, ну Ротфор, ну это пиздец полный, но они мешаются всегда, блять, ну это ужас какой-то нахуй. Я иду к себе, просто прохожу мимо забора, у меня стак яиц, блять. Нафармил. Нарыга.